После распада Западной Римской империи Европа столкнулась с многочисленными трудностями. Однако самой серьезной проблемой, несомненно, было нападение скандинавских племен, которые предприняли серию морских завоеваний, начиная с VIII века нашей эры. Эти свирепые воины-мореплаватели известны в истории как викинги. Главным катализатором их стремительной экспансии, вероятно, стало перенаселение Скандинавии. Изначально викинги занимались в основном торговлей, но постепенно они пришли к пониманию того, что чужие территории можно захватывать силой. Движимые желанием исследовать неизведанные территории, викинги отправлялись в смелые путешествия. В 874 году они достигли Исландии, которую тогда населяла община ирландских монахов, и превратили остров в процветающий регион, управляемый ежегодным собранием, известным как Альтинг. Подвиги предков воспеты в исландских сагах, которые стали частью мирового фольклора. В 981 году вождь викингов Эрик Рыжий открыл Гренландию, и основанная им колония просуществовала до 15 века. Считается, что викинги пересекли Атлантику и некоторое время жили на острове Ньюфаундленд за столетия до того, как Колумб открыл Америку, которая, однако, была забыта и не оказала никакого влияния. Вторжения викингов распространялись в 3 направлениях. Норвежский флот господствовал в Атлантике, завоевав Фарерские острова, Шотландские, Оркнейские, Гибридские острова, остров Мэн и северо-западные районы Англии. Они также основали на ирландском побережье город Дублин, Вексфорд и Лимерик. Викинги высадились на восточном побережье Британии, одновременно совершая набеги на северо-западную окраину Европы. И заплывая на своих баркасах вглубь рек Хамбер и Темза, Рейн и Сена, они даже отваживались выходить в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Третьим путем пошли шведские варяги, которые по рекам восточноевропейской равнины добрались до Константинополя и Багда. Главное преимущество викингов заключалось в их владении морем, поскольку в воде они чувствовали себя как дома, в то время как европейские моряки редко удалялись далеко от своих берегов. Налетчики Северного моря без особых усилий преодолевали огромные расстояния, налетая подобно шторму, застигая своих врагов врасплох и наводя ужас на города и деревни. Эти непреклонные непобедимые воины были язычниками, которые не питали никакого уважения к церквям и монастырям. Богатство церкви было для них всего лишь приманкой. В IX веке вторжение викингов в Европу, ослабленное мадьярами и арабами, достигло своего апогея, создавая серьезную угрозу выживанию католического христианства. Из-за скрытного подхода викингов по рекам никто не чувствовал себя в безопасности. В результате в 840-х годах они появились в устье Сены и разграбили Нант, Париж, Орлеан и множество других городов. Первоначально викинги возвращались ежегодно, но позже они начали захватывать прибрежные острова, создавая базы для своей грабительской деятельности. С 850 года их вторжения на Британские острова участились. Примерно в то же время, примерно в 860 году, варяги обосновались в Новгороде и, пересекая Черное море, начали нападение на Византийскую империю. Впоследствии они сделали Киев своей твердыней, которая послужила основой и столицей могущественного древнерусского государства. Прибыв на новые территории, викинги быстро интегрировались с коренным населением, что было замечательным достижением, учитывая их самобытное культурное наследие, включавшее художественные ремесла, торговлю, правовые системы и разнообразный пансион божеств. Однако по мере того, как они переходили к более оседлому образу жизни и учились сосуществовать со своими соседями, викинги часто принимали христианство. В Соединенном Королевстве захватчики, побежденные королем Альфредом, но все еще занимавшие обширные территории, согласились на перемирие и приняли крещение в 878 году. В 911 году предводитель викингов Ролло, обосновавшийся в устье Сены, признал свою верность Карлу Простодушному и получил земли, которые легли в основу Нормандии. Год спустя Ролло и его последователи приняли христианство. На востоке великий князь Киевский Владимир, правнук Рюрика, легендарного варяжского основателя династии, вступил в брак с византийской императорской семьей, принял крещение, и христианство стало официальной религией государства.
К этому времени оседлые викинги перестали быть норвежцами, датчанами и шведами и стали британцами, французами и русскими. Их культура сохранилась только на родине предков и в нескольких островных колониях. К 1000 году миграционный поток пошел на убыль, и практически вся Скандинавия была включена в состав христианской Европы. Однако ее влияние оставалось сильным. И с 113 по 142 год датский король даже правил Англией. В 166 году норвежский король Харальд II попытался претендовать на английский трон, но погиб в битве. И только 19 дней спустя Вильгельм Завоеватель, потомок викингов-захватчиков из Нормандии, захватил трон, победив короля Гарольда. В битве при Гастингсе. Ключевые даты: 793-95 годы. Викинги грабят Линдисфарн в Нортумбрии и совершают набеги на Шотландию и Ирландию. 840 год. Основание Дублина викингами. 845 год. Разрушение Парижа. 851 год. Начало датского вторжения в Англию. Около 860 года. Первое нападение на Византию. Варяги обосновываются в Новгороде. Рождение Древней Руси. 874 год. Викинги прибывают на берега Исландии. 878 год. Если вам понравилось, поддержите канал, подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание еще большего количества интересного и полезного контента. Пусть ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и добрыми событиями. До новых встреч!